Рада приветствовать вас на своем канале. В интернете огромное количество советов о том, как же почистить печень в домашних условиях. Используется и сода, и лимон с маслом, и еще много различных экстремальных способов. Но правда в том, что печень не кухонная раковина, и для того, чтобы действительно помочь восстановиться печени физиологично, без каких-то экстремальных методов, необходим другой подход. И да, действительно, некоторые продукты помогают печени восстанавливаться, но, как всегда и во всем, есть свои нюансы. В этом видео я хочу рассказать вам о том, как же действительно помочь своей печени, а не навредить ей, даже если вы, казалось бы, едите обычную, здоровую, полезную еду. Ведь печень – это орган, который перерабатывает абсолютно все. И токсины, и продукты распада, и лекарства, и гормоны, и даже если обращаться к восточной медицине, даже эмоции. Многие наверняка знают, что печень не болит, и это действительно так, но печень дает очень яркую симптоматику именно внешне. Но, к сожалению, очень многие, какая бы яркая эта симптоматика ни была, списывают это все на обычную рутину жизни. То состояние, когда встал, уже устал, то есть у вас нет энергии, особенно хочется поспать после того, как пообедали. Когда постоянные скачки настроения, кажется, что ты готов свернуть горы, но не можешь дойти даже на кухне, чтобы что-то приготовить. Это проблемы с пищеварением, это сероватый цвет лица. И все это может быть связано именно с перегрузкой печени, хотя об этом даже не подозревается. Но на самом деле очень здорово, что вы ищете способы, как помочь своей печени. Вы уже на шаг впереди. Потому что промедление часто заканчивается не какой-то легкой чисткой, да, в кавычках, а уже гормональными сбоями, нарушением обмена веществ и белкового, и углеводного, и жирового, и хроническими воспалениями, и, соответственно, уже приемом каких-то лекарственных препаратов по назначению врача. И в таком случае все становится, конечно же, сложнее и дороже и по времени, и по стоимости, и, собственно, по состоянию здоровья. Вы точно уже слышали и про брокколи, и про куркуму, и о том, как они влияют на нашу печень. Но также есть неочевидные продукты, которые тоже напрямую нацелены на детокс, на регуляцию желчи, на восстановление клеток печени. Именно о них я сегодня хочу вам рассказать. Конечно же, как всегда, хочу обозначить такой момент, что здоровая еда все равно может абсолютно по-разному влиять на каждого человека. Я проговорю некоторые нюансы каждого продукта, но вы должны понимать, что один и тот же продукт влияет на каждого человека абсолютно по-разному. Во-первых, хотелось бы отметить морскую капусту. Это просто кладезь минералов и йода. Она помогает восстанавливаться как раз-таки клеткам печени и регулировать обменные процессы во всем нашем организме. Как я сказала, белковый, жировой и углеводные обмены, стабилизации их. Также здесь важно понимать, что есть, конечно же, противопоказания. То есть, если у вас есть проблемы со щитовидной железой, то, безусловно, с морской капустой мы будем осторожны. Также, если у вас есть отеки, йод может их усиливать. Поэтому как мы можем использовать морскую капусту? Да очень просто. Добавлять ее в салаты, супы. Но здесь главное выбирать ее качественно, чтобы здесь было минимальное количество консервантов и также солей и различных таких добавок. То есть смотрите, чтобы она была максимально натуральная, смотрите ее происхождение. Следующий продукт – это амарант. Амарант – это псевдозлак с высоким содержанием и белка, и клетчатки. Также амарант своими свойствами помогает спасать клетки печени от повреждений и также регуляции обменным процессом и снижения воспалительных процессов. Употреблять амарант очень просто. Можно варить либо каши, либо можете добавлять амарантовое масло в различные салаты. Здесь есть одно предостережение, что если у вас никогда не было в рационе амаранта, вы внедряйте его в небольшом количестве. Попробуйте, потому что у некоторых возникает такая чувствительность к новым злакам. Поэтому имейте это в виду. Следующая группа продуктов, здесь я даже два выделила, это черемша и листья одуванчика. Это просто весенние дары природы, которые мягко воздействуют на наше пищеварение, на именно выделение желчи, на то, какая консистенция желчи. Здесь, безусловно, нужно быть осторожным тем, у кого есть гастрит именно с повышенной кислотностью. Если у вас есть синдром раздраженного кишечника и склонность к диарее, то есть здесь смотрите свою индивидуальную реакцию, начинайте с небольших
порций и наблюдайте за симптоматикой. То есть если какие-то спазмы, то, конечно же, здесь мы тоже с этим стравами горечи будем аккуратными. Как вообще в целом использовать? Да просто в салаты. Ту же черемшу можно добавлять как и в горячие блюда, так же как и в салаты и листья одуванчика в том числе. То есть можно в соусы измельчать блендером и, соответственно, получаются такие соусы. Черемша имеет немножко такой островатый привкус, немножко чесночный, поэтому можно использовать в качестве дополнения к мясным блюдам. Следующая группа продуктов – это зеленый чай и кофе. Это тоже такие природные помощники для печени из-за высокого содержания антиоксидантов, которые так необходимы для восстановления нашей печени. Также кофе, например, помогает держать в норме ферменты печени, помогает качественному выделению желчи и снижает риски фиброза за счет того, что снижает уровень воспаления вот этого повреждения. Впрочем, как и зеленый чай. Но здесь важно понимать, зеленый чай это не чай из пакетиков, это настоящий листовой чай. И кофе это тоже не просто какой-то кофе с сиропами, сахаром утром натощак. Это кофе из зерен, сваренное и приготовлено желательно дома. И, конечно же, помимо качества, мы обращаем внимание на количество. То есть, если это кофе, это 1, максимум 2 чашки в день. С чаем примерно то же самое. То есть, смотрите по своим ощущениям, потому что и кофе, и чай все-таки будут противопоказаны, если у вас есть анемия, если у вас есть желчекаменные болезни, если у вас такая повышенная тревожность, нервозность. То есть, это будет все-таки сбивать ваши ритмы и повышать эту тревожность. То есть, здесь тоже смотрите, в какое время мы принимаем кофе. Про кофе я уже видео снимала, прикреплю подсказку к этому видео, можно будет пройти и более углубленно изучить про кофе. Следующим пунктом я решила не выделять какой-то один продукт, мне захотелось поделиться с вами уже готовым таким сбалансированным смузи, потому что бывают ситуации, когда нет возможности в данный момент сбалансированно поесть, то вы всегда можете использовать этот смузи, который точечно и прицельно работает над восстановлением печени за счет своих компонентов. Но так, за счет своих компонентов он является сбалансированным, потому что жиры, которые есть в составе в виде молотого льняного семени и любого растительного молока, главное, чтобы у него был качественный состав, всегда будут удерживать углеводный обмен и не дадут резких скачков ни глюкозы, ни инсулина. То есть абсолютно никак не повлияет на ваш углеводный обмен, только насытит. А ягоды, которые будут здесь в его составе, то есть я все-таки рекомендую, чтобы это были какие-то кустовые ягоды, потому что в них большее количество антиоксидантов, большее количество витамина С. Можно брать абсолютно любые ягоды по вашему вкусу, можно миксовать. Это могут быть замороженные ягоды. То есть не обязательно покупать свежие ягоды в магазине, это всегда можно достать из заморозки в любой момент. И вот такое сочетание, это будет отличным источником антиоксидантов. Помимо того, что вы будете восстанавливать печень, вы будете еще, так скажем, прокачивать свой иммунитет, то есть насыщать себя витаминами. Ну и, как всегда, я говорю про какие-то ограничения, и здесь ограничением является чувствительность. То есть если у вас, опять же, есть склонность к диарее, и вы очень чувствительными к ягодам, к жирам, то, конечно, будьте тоже внимательны, начинайте с небольшой порции и постепенно вот именно к завтраку добавляйте. То есть не ешьте это изначально как какой-то отдельный перекус, попробуйте это выпить небольшое количество смузи в дополнение к завтраку. Это будет огромная польза не только для печени, но и для вашего пищеварения. Еще раз хочу отметить ваше внимание на том, что да, все эти продукты, безусловно, положительно влияют на восстановление печени, на восстановление пищеварения. Но всегда помните, что каждый организм уникален, и всегда все равно пропускайте через фильтр и подстраивайте под себя. Действительно, питание – это просто мощнейший инструмент, без которого не получится восстановить свое здоровье. Но все равно это часть большой системы. В любом случае, чтобы подобрать конкретный план для восстановления для конкретного человека, необходимо учитывать и результаты анализов, и ваши привычки, и ваш образ жизни, прием лекарственных препаратов, и аллергические составляющие, еще много разных моментов. И только тогда можно действительно построить структурный точный план для того, чтобы не навредить. Я это стараюсь проговаривать в каждом своем видео, поэтому, пожалуйста, помните об этом, что волшебной таблетки не существует. Все, есть план, по которому планомерно в своем темпе можно двигаться. Ну а я, конечно же, с радостью буду рада вам помочь. У меня есть несколько вариантов в зависимости от того,
какой шаг сейчас для вас является самым оптимальным. Для тех, кто сразу готов идти в глубину, разбирать анализов и иметь точный структурный план, то, конечно же, сразу приглашаю вас на консультацию, там мы все это и разберем. Но для тех, кто по каким-то причинам не готов сразу отправляться в эту глубину, кто хочет сделать небольшой мягкий старт, небольшой шажок, но уже на пути к своему здоровью, у меня есть авторское меню, называется оно «Обновление за 14 дней», где есть вся информация о том, как формировать порцию, из чего он должна состоять. У меня там есть даже специальные продукты и способы приготовления этих продуктов, которые тоже точно нацелены на восстановление печени, на восстановление пищеварения, на стабилизацию гормонального фона, настроения, ну и, соответственно, внешних проявлений. Поэтому, если для вас сейчас важен такой мягкий старт, вы не знаете, с чего начать, то, конечно же, здесь отличным вариантом будет именно меню, где вы поймете, как должно настроиться. Абсолютно обычное, без каких-то неизвестных продуктов. Все продукты куплены в обычном сетевом магазине около дома. Все очень быстро, понятно и доступно. Ссылки на запись и на консультацию, и на меню вы найдете в описании под этим видео. Там же в описании я ставлю рецепт приготовления смузи, и он в телеграм-канале в моем есть, и в описании будет все для того, чтобы вы именно сегодня, уже сейчас могли сделать хоть какой-то, любой шаг на пути к восстановлению своему здоровью, к улучшению самочувствия, чтобы у вас уже завтра было лучше, чем сегодня. Печень – это очень благодарный орган, который достаточно быстро восстанавливается. Просто главное не мешать и помочь ей. И это не про какие-то кардинальные методы, да, лимон, там, соды с маслами и так далее. Это про стабильность, это про регулярность и про поддержку изнутри. Просто помните о том, что самый лучший способ восстановления печени – это способ, который продуман и подстроен конкретно под вас. А я благодарю вас за просмотр этого видео. До встречи в следующих и будьте здоровы!